Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У меня сегодня утро действительно раннее. Я встала в 7 утра, сейчас 8. Если честно, я легла в 3 с чем-то, сразу заснула и не планировала вставать так рано. И, знаете, как-то проснулась, у меня крутило ногу, и, я решила встать. Такое вроде состояние, когда ты и вроде бы выспалась, но понимаешь, что через час-два тебя срубит. И поэтому вроде как и поспать не поспишь, и дела какие-то начинать основательные, бесполезно. Кстати, вчера, и в прошлом влоге я показывала, что мыла окна, но на кухне. Но вот я сейчас смотрю, нужно бы уже, конечно, помыть и здесь. Наверное, в следующий раз, когда достану моющий пылесос, здесь тоже помою, тем более надо будет освежить и вот за окном вот эту часть тоже. Тем более, что сейчас, когда нам все там поменяли, все слишком белое и все видно. Вот. Потому что фаберликовской тряпочкой можно, конечно, там протереть, но тряпку сразу придется стирать. Вот, поэтому проще пылесосом. Или взять обычную тряпку, не знаю, протереть, посмотрим. Еще не решила. Я в итоге там себе сделала кофе, понятно, с пирожком, потому что кофе на голодный желудок пить нельзя, тем более, что пью я крепкий кофе. И продолжила вязать. Кто впервые на канале, это я вяжу из оставшихся ниток всяких разных, и тех, которые мне не пригодятся, плюс еще от свекрови там осталось, нужно их как-то использовать, поэтому я решила сделать какой-нибудь такой плед на дачу, пусть и не в моем стиле, но все же, ничего страшного. Тут все получается в хаотичном порядке, я цвета не подбираю, как есть, так и есть. Очень увлекательно. В основном я полноценные мотки использую вот такие. Это кисловодская пряжа, она бывает чисто акрил, бывает с шерстью, и бывает вот такая мягкая, бывает более грубая. И плюс, конечно, этой пряжи, что совершенно шикарные бывают оттенки, прям такая палитра от светлого к темному. И, наверное, я думаю, много чего можно из нее связать, но у меня такие моточки, знаете, по одному, только белых много. И, кстати, белые попались такие грубые. Вот, поэтому, и, кстати, к сожалению, даже на них особо никаких этикеток нет, ничего подобного. Поэтому я решила их все тоже пустить на этот коврик. Помимо этого, вот эта всякая пряжа, я не знаю, какая она. Вот. Плюс вот еще тут от свекрови всякая всякость. Кстати, вот это будет очень интересно. Цвет просто потрясающий, а нитки, знаете, они вроде тонкие, но очень такие жесткие. И получится такой переход забавный, что здесь плотно, здесь не плотно. Но это как вот, например, шифон и шерсть сочетается, когда, например, на шифоне вышивают шерстью. И здесь будет очень классный такой нежный переход. Меня устраивает. И я сейчас пошла еще принести всякой там пряжи. И вот очередная кисловодская. Вот такая вот. И плюс у меня здесь еще, вот видите, много всяких кусочков, всяких ниточек. Вот это, кстати, прям синтетика. Мне кажется, что вот эти нитки давались, по-моему, какому-то журналу давно. То есть вот, из этого уже особо ничего не свяжешь, а сюда я как раз замечательно все это пущу. Даже вот красные есть, я не очень все это люблю. Вот еще кисловодская пряжа, вот она еще такая. Мятный у меня вот таких ниток много, мне Тамара давала, и я там сумку начала делать. Вот, а так, посмотрите, куча всего, какой красивый цвет. Это я, помню, покупала, кажется, акрил. Вот.
А это я даже... ну это тоже кисловодская, а это я что-то распустила давно еще. Тоже сюда пойдет, потому что, ну, что-то полноценное, естественно, я вязать не буду. Вот эти нитки остались, это мне давала женщина из соседнего подъезда, она мне дала коричневую и бежевую. И, ну, вы, наверное, видели и в видео, и на фотках. Я на дачу в Питер вязала эти самые салфетки красивые, и плюс еще большую салфетку, и там под бутылку или там под сахарницу подставку, потому что эти нитки довольно старые, ничего из них полноценного там не свяжешь, вот, а именно салфетки, все это получается довольно прочное, хорошее, ну и ну, там на продажу я вяжу, естественно, из хлопка, а так вот на дачу почему нет. Очень такой красивый получился комплект. Вот еще нитки, это тоже, мне кажется, скорее всего, давали какому-то журналу. В общем, вот это все у меня лежит без дела. Что-то вот я там тоже вязала, оставалось вот эти нитки. Поэтому буду использовать. Этих вот у меня тоже много. Ну, тут, в общем, короче, буду вязать. Ой, вот этот еще красивый цвет. Синий, насыщенный такой. По идее, конечно, если бы я хотела связать что-то такое небольшое, можно было, конечно, цвета прям подобрать, вот эти все прям сделать какой-нибудь переход, градиент, но я делаю вот это. Так, я включила ноутбук и сейчас подпишу видео. Вчера как раз смонтировала, сейчас его надо подписать и часиков на 10 утра выложить. Доделать себе закладку. Я такую себе закладку связала. Я не помню, куда я ее делала, потому что я вязала штуки 3-4, несколько на подарок вязала. И, кстати говоря, надо еще посмотреть, потому что вот я свою найти не могу, к слову. А подойдет ли мне это или нет? А то, может быть, мне вот это пойдет тоже на подарок, а себе придется вязать, потому что мне нужно под книгу Дарьи Дарси, такую, она довольно-таки большая. Поэтому вот сейчас у меня такие планы, а дальше не знаю. Если меня не срубит, значит, пойду что-то делать по, ну, не знаю, на кухне, потому что нужно и суп сварить, и ужин приготовить, и хочется попробовать какие-то рецепты сделать. Вчера я вот наводила уборку. Сегодня решила, наконец, попробовать вот эту кашу пшенную. Когда я открыла, пахло, ну, кстати, вкусно, кукурузными палочками вот этими сладкими. А когда уже залила молоком, пахнет вот так, как должна пахнуть пшенная каша. Но как по вкусу, еще не знаю. Вообще отлично. Действительно, прям пшенка. Супер. Ну, я ничего туда сейчас добавлять не буду, но в целом, наверное, можно добавить сахар, но мне и так все нормально. И без сахара. И соль тут можно добавить. Написано хлопья, соль, сахар по вкусу. Ну, это мне не нужно. Можно добавить какие-нибудь ягоды, они у меня, в принципе, есть, но, наверное, так обойдусь. А может, сейчас добавлю что-то. В прошлом влоге я не показала, вот так чисто, после помывки пылесосом, и не только пылесосом. Насчет каши. Знаете, там встречаются такие крупинки жесткие все-таки. Ну, для кого это важно, имейте, конечно, в виду. Но мне каша все равно очень понравилась, то есть вряд ли я ее прям буду есть часто. Хотя, с другой стороны, в качестве перекуса очень даже неплохо побаловаться. Наверное, я сегодня, когда поеду в Глобус, возьму еще рисовую кашу и там то ли 7 злаков, то ли, ну, сколько-то злаков. Скорее всего, я приобрету, потому что, ну, пусть будет вот такая на скорую руку. Утром я по-любому в основном буду варить овсянку, и вечером у меня в основном тоже, если
не рыба с картошкой, то значит гречка или рис, или булгур. Ну, на обед я предпочитаю суп по возможности. А вот так вот для еще одного перекуса каша на молоке очень даже хорошо. Вообще как-то в последнее время вкусы меняются сильно. Ну и потом, все-таки для меня каша, это вообще крупы, наиболее предпочтительный вариант. То есть, например, мясо, рыба, это больше вот зимой и, может быть, вот весной еще. А потом я вообще от этого практически ухожу. И крупы – это основное питание, и овощи. Интересный шоколад. Уже вышли из глобуса, поедем домой. Снова села повязать вечером немножко. Очень такой заразительный процесс. Так или иначе подходишь, хоть немножко, но вяжешь. Сейчас в планах уже вязать не такие большие фрагменты. То есть получаются сейчас квадратики, прямоугольники и полоски такие горизонтальные. А я сейчас изменю направление, буду еще делать и вертикальные в том числе. Хотя можно и по диагонали, в общем, по-всякому можно. Это прям интересно. Вот желтые нитки, которыми я сейчас вязала, они ужасно неудобные вязки, потому что там полностью синтетика, и они прям расслаиваются. Вообще ужас. Ну вот, да, они... Единственное, я припоминаю, что вот именно эти, по-моему, я все-таки покупала. Сегодня у меня неполезное чаепитие с шоколадкой. В глобусе я купила морковку, самую малость, потому что она, у меня закончилась, она мне была нужна, но она там просто огромная, еще и в земле вся. Потом овсянку купила, заканчивается. Потом рисовую кашу на пробу взяла, капусту, хотя у меня еще качан есть, но вообще я думала сделать солянку. Позавчера, когда мы были в глобусе, я видела набор для солянки, там были по 400 грамм лоточки, знаете, там примерно по 120 рублей. Короче, прям мне понравилось, но я подумала, что когда, думаю, муж приедет, и куплю. Потом сегодня поехала, думаю, не, надо взять. И я пожалела, что не взяла в тот раз, потому что в этот раз были упаковки почти по 300 рублей, огромные. Ну, естественно, что там можно и заморозить, и все, но, честно, мне не очень хотелось. Я же беру в первый раз, поэтому всегда актуально. Вот если мне, кстати, сушки, которые понравились, я взяла второй раз, я думала, я еще возьму. Нету. Сегодня их просто не было. Классно. В общем, еще лук взяла. Лук я, кстати, хочу посадить для этой зелени. А то, что уже мне в упаковках лук не нравится. А то, что в Ашане просто продается лук, такой в хорошем состоянии, свеженький, все дела, был 600 рублей за килограмм, сейчас уже 800. Понятно, что взять все равно можно, но я думаю, а что не посадить-то в горшок. Также взяла в глобусе яйца категорию С2, 30 штук, 145 рублей. А поскольку у меня были бонусы, то упаковка мне в 133 рубля обошлась. Я решила приобрести, потому что, сейчас уже и Пасха приближается. У меня, конечно, есть запасы, но я прекрасно знаю, что сейчас цены поднимутся, и так далее. Вот. А здесь еще и на машине были, поэтому... Отлично. Я стараюсь брать категорию С2 теперь, потому что вот С3 хорошо мне именно если есть. А если печь, то идеально категория С2. Это уже проверено. Не отборные, хотя отборные там тоже 200 с небольшим рублей были. Вот этой марки. Это марка Глобуса. Вот. Но отборные не для каждой выпечки подходят. Это... Отборное яйцо, это бывает слишком много. Причем бывает даже так, что, допустим, 2 много, 1 мало. И примерно та же тема с С1.
Ну, С3 это маловато для выпечки, в принципе, а вот С2 это самый оптимальный вариант. Ну, вот я пеку много и могу сказать, что это оптимальный вариант. И даже когда бывает, допустим, требуется несколько яиц целиковых и, допустим, еще несколько желтков там или один желток, я бывает как раз просто, ну, допустим, там, не знаю, 2 яйца и 3 желтка, я могу просто 3 яйца положить и, в общем, все. Но если это дело не касается, когда там белок надо отдельно взбить, что-нибудь такое вот, когда в основном дополнительно желтки требуются. Короче, вот это оптимальный вариант. Ну и 2 рулона туалетной бумаги захватила, это уже в 5 мы зашли. А еще у нас с подружкой был обмен бонусами магазинов. Просто мне было начислено 100 бонусов, и плюс у меня еще 5 бонусов были, в общем, в Читай-городе. Но их можно, кстати, в Бук24 также использовать. Но вы знаете, вот я сейчас что-то ничего не хочу. Я уже купила акрил, который мне нравился. Раскраски, вот я 2 раза добавляла в корзину и там несколько раскрасок. Ну вот пока не хочется, честное слово. И я как-то, ну, не знаю, я недавно себе купила одну раскраску. Она лежит, и я не знаю, нужно мне будет те 2 или нет. Короче, как-то так. И я подружке говорю использую их. Ну, у нее 2 детей, поэтому, в принципе, она всегда им там что-нибудь покупает. Ну, она пошла, взяла пластилин детям. Этот воздушный, что ли, вот. А потом мы пошли в Кари, она там тоже своим детям что-то брала, и там акция. Типа 2 вещи берешь, ну, как всегда, 3 в подарок. Ну, и она взяла 5 вещей и говорит, выбери себе что-нибудь. Ну, я выбрала вот такой крем. Ну, это мне подружка посоветовала. У нее, правда, с ароматом камелия. Ей очень понравился. Ну, а я увидела ромашку, говорю, вот, ну, я ромашку себе возьму. Вообще, крем стоил 179 рублей. Здесь объем 50 грамм. Ну, такая, кстати, приятная, практически софт-тач упаковка. Мне нравится еще эта шайбочка классная. Вот. Но, вы знаете, аромат очень приятный, но он нежный-нежный и явно не ромашка. Но у меня ромашкой не пахло, подружке тоже. Но мне он понравился и по консистенции такой. Вообще, в первый момент мне даже казалось, что он будет по принципу вот от Avon, которая маточное молочко или что-то такое. Но нет, он просто как обволакивает руки, но хорошо, быстро впитывается, ну, никакой липкости, никакой пленки на руках. Мне кажется, сейчас вот будет отлично. У меня сейчас от Faberlic в сумочке лежит крем, но вот я думаю, что, наверное, я положу этот крем. Тот мне тоже и оформление нравится, и в принципе, ну, не знаю, хочется вот такой вот. Уже другой день, у нас замечательная погода. Я сегодня сначала, конечно, хотела пойти погулять, но нет, сегодня я решила сидеть дома, потому что много всяких дел, и я еще хочу покрасить волосы. Ну, потому что иначе потом будет бессмысленно, там хотя бы через неделю, потому что я рассказывала, мне нужно будет в середине мая волосы красить, внепланово, так сказать. Ну, как бы ждать мне не очень хочется. Не, ну и потом в любом случае я крашу волосы, как правило, 1 раз в 2 месяца, и в середине апреля уже будут эти 2 месяца. Вот, и ждать там до мая я не хочу, и, короче, ни туда, ни сюда. Поэтому, скорее всего, я, может быть, даже 1 тюбик краски на 2 части разделю. Может быть, даже так, кстати говоря, как вариант. Тоже будет неплохо. Наверное, даже так и сделаю. Потому что я уже 1 раз так пробовала, и нормально. Сейчас так подкрашу немножко корни, и все. И будет хорошо, освежу цвет.
Ну, а это видео я буду завершать и начну снимать новое видео. Лучше пусть будет почаще выходить. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также у меня теперь есть телеграм-канал, ну, естественно, ВКонтакте, Дзен, Инстаграм, 3 рыжие 3 8. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Всем пока-пока.